Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я приглашаю вас вместе связать красивую и в то же время очень простую в исполнении кокетку с ажурными листочками. Этот узор выглядит очень изысканно и женственно. Вот посмотрите, как он смотрится в готовом изделии. Листочки придают изделию утонченность, легкость и элегантность. Несмотря на впечатляющий вид, вяжется он действительно очень просто. И по ходу видео я покажу и расскажу, на что нужно обратить внимание, чтобы результат оправдал ваши ожидания. Еще одной особенностью этого узора, ажурной кокетки данной, является то, что узор очень легко адаптируется по ширине и высоте под любую пряжу и под любой размер. Об этом также я буду рассказывать по ходу видео. Вообще с этим узором можно связать как топ, так и джемпер, кофточку или же кардиган. Для вязания здесь подойдет пряжа практически любой толщины, в зависимости от желаемого результата и какое изделие вы хотите получить. Лучше использовать для таких узоров гладкую и пушистую пряжу. Можно пробовать легкую фантазийную, но здесь нужно, повторюсь, пробовать, потому что фантазия бывает очень-очень разной. Спицы здесь нужно подбирать исключительно под пряжу, учитывая рекомендации производителя и вашу личную плотность вязания. Итак, вот так выглядит эта кокетка. Здесь у меня связано 2 раппорта узора и петли симметрии. Изнаночная сторона выглядит вот таким образом. Она-то как раз и выдает простоту и легкость исполнения. Раппорт данного узора в ширину составляет 8 петель. Это по образцу, который вязала я. В высоту он может варьироваться в зависимости от вашей пряжи и конечного результата. На схеме у меня указана именно та высота, по которой я вязала свой образец. Высота моего образца получилась 19 сантиметров и 2 раппорта по ширине 47 сантиметров. Горловинка этих 2 раппортов у меня получилась 10 сантиметров. Вязать с вами я буду один раппорт узора, упрощенную его версию. Для этого я набрала 19 петель. Итак, 8 это у меня петли самого узора, 9 петель симметрии. Они мне нужны будут для того, чтобы показать, как провязывается вот эта часть нижняя узора и переход от листика к лицевой глади. И 2 кромочные петли. Я буду стараться не забывать озвучивать начало и конец раппорта, чтобы тем, кто вяжет на слух, не пришлось подглядывать в схему. За кадром я провязала 2 ряда платочного узора. Вы можете брать любую стоечку, может быть это или резинка, или платочный узор, или какой-либо ажур. Все это будет выглядеть очень интересно. Первый ряд. Кромочную я переснимаю, далее я провязываю 1 петлю симметрии и начинаю вязать сам раппорт узора. 7 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее мне нужно поднять 1 изнаночную петлю из протяжки. Для этого я подхватываю протяжку между провязанной и не провязанной петлей, надеваю ее на левую спицу и провязываю изнаночной скрещенной. Подхватила петельку и провязываю ее. Далее идет 1 лицевая петля, затем я еще 1 петлю должна поднять из протяжки.
протяжку подхватила. Вторую петлю менее удобно провязывать, потому что нить уже натянута. Надела ее на спицу вот таким образом. И за вот эту стенку я буду провязывать изнаночную скрещенную. Провязала. На этом у меня закончилось вязание первого раппорта узора. Я повторяю и провязываю петли симметрии. Это 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Ряд заканчиваю кромочной, но большинство из вас наверняка будут вязать эту кокетку по кругу. Поворотными рядами это только если вы кофточку вяжете. Все четные круги и ряды провязываются здесь по рисунку. Исключением являются только лишь 2 ряда четных или же круга, в которых мы формируем сам ажур. Эти ряды я буду провязывать вместе с вами. Все остальные четные ряды я буду пропускать и провязывать за кадром, так как они все провязываются полностью по рисунку. Если вы вяжете по кругу, вот эти петельки, которые мы набрали, они у нас изнаночные, и изнаночными и провязываем. Если же вяжете поворотными рядами, соответственно, они на изнаночной стороне выглядят как лицевая петля, лицевыми их и будем провязывать. Перед тем, как вязать третий ряд, сразу хочу сказать, что если вы провязали, к примеру, со мной вместе или самостоятельно образец данной кокетки и видите, что вам не хватает ширины совсем чуть-чуть, то есть раппорта будет много вам, а вот чуть-чуть пары сантиметров не хватает, расширить можно за счет вот этой части узора. Это вот 7 петель, которые мы сейчас провязываем. Это и есть вот эта часть узора. Ее можно увеличить на четное количество петель. К примеру, не 7 провязывать, а 9. Теперь приступаем к вязанию третьего ряда. Кромочную я переснимаю, провязываю лицевую петлю симметрии и начинаю вязать сам раппорт узора. 7 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Из протяжки я поднимаю одну изнаночную скрещенную. Вот таким образом провязываю ее. Далее идет у меня одна изнаночная петля, одна лицевая, одна изнаночная. И вновь из протяжки я буду провязывать изнаночную скрещенную петлю. Я надела ее на левую спицу и провязываю изнаночной скрещенной. Все, на этом я закончила вязать раппорт узора. Продолжаю второй раппорт или же петли симметрии. В моем случае это 8 лицевых петель. 7 и 8. Кромочной заканчиваю ряд. Естественно, если вы вяжете по кругу, кромочных и петель симметрии у вас не будет, потому что узор будет плавно переходить из одного раппорта в другой. Мне приходится это делать. И если вы вязать будете кофточку, вам также нужно будет провязывать петли симметрии. В пятом ряду я ничего не делаю, просто провязываю все петли по рисунку. Кромочная, лицевая петля симметрии и начинаю вязать раппорт узора. 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 2 изнаночные, 1 лицевая и 2 изнаночные. Я закончила вязать раппорт узора. Заканчиваю ряд петлями симметрии, это 8 лицевых петель, и ряд заканчивать буду кромочной петлей. В седьмом ряду я начинаю скругление вот этой маленькой части раппорта узора. Итак, седьмой ряд, кромочную переснимаю, одну лицевую петлю симметрии провязываю, далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли,
2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязываю одну изнаночную скрещенную из протяжки. Вот протяжка. Я ее подхватываю и надеваю на левую спицу. Затем провязываю изнаночной скрещенной. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные и еще 1 изнаночная скрещенная из протяжки. Провязываю я ее за вот вторую дужку. Просто нить закрывает, возможно, вам это не все очень хорошо видно. Все, я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю точно так же, как и начинала. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая петля. Ряд заканчиваю кромочной. 8 ряд – это один из 2 рядов, в которых формируется сам узор. И я его провяжу вместе с вами. Кромочную я переснимаю. 1 изнаночная, кто вяжет по кругу, это, соответственно, лицевая петля симметрии, провязывается. Далее 2 вместе изнаночной при поворотном вязании. 1 изнаночная петля. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Если вы вяжете по кругу, все эти убавления вам видны. Это формируется все та же маленькая часть узора. Далее 3 лицевые петли, 1 изнаночная и 3 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Дальше заканчиваю вязание петлями симметрии. 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 1 изнаночная петля и 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Мой нелюбимый элемент вязания. 1 изнаночная и кромочная. Если вы вяжете по кругу, вы провязываете ряд точно так же, только петли у вас будут лицевые. Вот эти убавления мы сейчас сделали просто по изнаночной стороне. 9 ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю 1 петлю симметрии и далее начинаю вязать раппорт узора. Накид. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Для этого я первую и вторую петли меняю местами и провязываю все 3 петли вместе одной лицевой. Вы можете делать это протяжкой, если вам удобно, или же так, как я. Далее идет накид, 3 изнаночные петли, 2, 3, накид, 1 лицевая, накид, 3 изнаночные. Я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я их меняю местами и провязываю все 3 петли вместе лицевой. Далее накид, 1 лицевая и кромочная. Накиды провязываются все лицевыми петлями, если вы вяжете по кругу. Если вы вяжете поворотными рядами, то в четных рядах накиды провязываются изнаночной петлей. 11 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю лицевую петлю симметрии и повторяю вязать эту ажурную дорожку. Накид, 3 вместе со второй центральной петлей. Вот таким образом я их поменяла местами и провязываю все 3 вместе лицевой. Далее накид, 3 изнаночные петли, 2, 3, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные, 1, 2,
3. На этом я закончила вязать раппорт узора. Дальше я буду провязывать просто петли симметрии. Накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Все аккуратно придерживаю, чтобы петли не распустились. И провязываю после того, как поменяла местами, одной лицевой. Далее накид, 1 лицевая и кромочная. 13 ряд. Кромочная, лицевая петля симметрии и начинаю вязать сам узор. Накид, 3 вместе. Для этого первые 2 петли я переношу на правую спицу. За работой подхватываю первую петлю, аккуратно спускаю и перед работой подхватываю вторую петельку. И поменяла их местами. Затем провязываю все 3 петли вместе одной лицевой. Накид, 3 изнаночные, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые. Это формируется листочек уже. 3 изнаночные петли, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, накид, 1 лицевая и кромочная. 15 ряд. Кромочная, петля симметрии, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Меняю местами и провязываю все 3 петли вместе. Далее идет накид, 3 изнаночные. 3 изнаночные разделительные, они будут до самого конца узора у нас идти. Их не будет ни больше уже, ни меньше. Далее 3 лицевые, это петли листочка, накид, лицевая, накид, 3 лицевых петли, 3 изнаночных. Я закончила вязать раппорт узора. Он заканчивается вторыми изнаночными петлями. Это на случай, если я забуду проговорить в каком-то ряду это. Далее идет накид и петли симметрии. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Накид, 1 лицевая и кромочная. И по такому принципу мы продолжаем вязать листик, при этом делая прибавление петель, потому что вот этим накидом у нас нету соответствующего убавления. По этой причине у нас будет кокетка расширяться. И вяжем этот листочек на ту высоту, которая вам нужна. В этом образце я провязала 4 накида в высоту. В своем большом образце я провязала 7. Здесь нужно просто смотреть, сколько вам нужно. Кому-то достаточно будет 5, а кому-то нужно будет провязать 11 или даже 13-15 лицевых рядов. И вот таким образом мы расширяем листочек на нужную нам ширину и, соответственно, высоту кокетки. Далее начинается убавление этого листочка, и это самая интересная часть. 15 ряд. Ряд здесь будет у каждого разный. Я просто продолжаю счет, который вела с самого начала. Кромочную я переснимаю, провязываю лицевую петлю симметрии. Далее начинаю вязать сам раппорт узора. 3 лицевые петли, 1 лицевая скрещенная из протяжки. Я ищу здесь протяжку. Здесь нужно быть внимательным, потому что здесь идет накид, и протяжка не всегда видна. Протяжку, когда вы подхватываете, должна скользить вот эта непровязанная петля. Надеваю на спицу вот таким вот образом. Вот первая дужка широкая смотрит на меня, а вторая вот здесь находится. Вот она, вторая дужка. И за вторую дужку я провязываю лицевую скрещенную. Далее делаю накид
провязываю 3 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, это я начинаю закрывать листочек. 5 лицевых петель, здесь количество петель у всех будет разное. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, далее 3 изнаночные петли, накид, и буду провязывать лицевую скрещенную из протяжки. Вот у меня протяжка, потому что когда я ее подхватываю, у меня начинает скользить непровязанная петля. После того, как я закончила провязывать листочек, я надеваю вот эту протяжку вот таким образом, чтобы на меня смотрела короткая вторая ее дужка. И провязываю скрещенную петлю вот таким образом. Все, я закончила вязать раппорт узора. Далее я провязываю просто 4 лицевые, это петли симметрии и кромочная петля. Вновь вывязанные петли, они у вас провязаны лицевыми, если вяжете по кругу. В четных рядах, кругах вы также вяжете их лицевыми, соответственно поворотными изнаночными петлями. Накиды продолжаете провязывать обычной изнаночной петлей, если поворотными рядами, или же если по кругу, то лицевой. То есть накиды должны быть открытыми. Продолжаю убавлять листик и вяжу 17 ряд. Кромочную переснимаю, петлю симметрии провязываю и начинается сам узор. 3 лицевые. Далее у меня идет лицевая, которая сформировалась из протяжки в прошлом лицевом ряду. Еще одна лицевая, это накид провязанный. Далее перед изнаночными петлями я опять поднимаю протяжку и провязываю из нее лицевую скрещенную петлю за вторую дужку за работой. Вот таким образом я ее провязываю. Дальше идет накид, 3 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные, накид и вновь петля из протяжки. Я подхватила протяжку. После листочка я одеваю ее в другую сторону, чтобы в изделии это все выглядело симметрично и красиво. И провязываю также за вторую дужку, но она у меня находится сейчас перед работой. Вот таким вот образом. И далее у меня пошли 5 лицевых петель. Это петли симметрии уже. И кромочной заканчиваю вязание. 19 ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю одну лицевую петлю симметрии. Далее вяжу лицевые до изнаночных петель. Количество здесь будет все время увеличиваться. И оно у всех разное, так как высота листочка разная. Далее я поднимаю протяжку. Набрасываю ее на спицу вот таким вот образом. Первой дужкой на меня. За вторую дужку я провязываю лицевую скрещенную. Делаю накид. Далее идет 3 изнаночные петли. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные петли. Далее делаю накид и провязываю лицевую скрещенную из протяжки.
Но здесь протяжку на спицу я размещаю вот таким образом второй дужкой на меня. Немного ее подтягиваю, потому что не всегда удобно ее провязывать. И за вторую дужку, но уже перед работой, провязываю лицевую скрещенную. Все, я провязала раппорт узора. Далее до конца я вяжу петли симметрии. У меня это лицевые. И ряд заканчиваю кромочной петлей. 21 ряд. Кромочную переснимаю и провязываю лицевую петлю симметрии. Далее начинаю раппорт узора. Он начинается с лицевых петель. Я их также провязываю то количество, которое есть на спицах, до изнаночных петель. Поднимаю протяжку, размещаю ее на спице передней дужкой ко мне, а за заднюю дужку, за вторую, провязываю лицевую скрещенную. Далее делаю накид, 3 изнаночные петли и закрываю листочек. 3 вместе лицевой. Здесь можно выполнить, или же, как у меня на большом образце, здесь провязано 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Если хотите более такой элегантный вариант, то можно провязать все 3 петли вместе с наклоном или вправо, или влево, как вам удобнее. Здесь разницы никакой не будет. Я провяжу с наклоном влево. Вот такой вариант листочка. Далее 3 изнаночные петли, накид и провязываю лицевую скрещенную из протяжки, но уже на спице ее размещаю второй дужкой ко мне. И вот таким образом я провязываю лицевую скрещенную. Все, я закончила вязать раппорт узора. Продолжаю до конца ряда вязать петли симметрии, это лицевые петли. Их количество постоянно увеличивается. И заканчиваю ряд кромочной петлей. В следующем четном ряду, или же это будет круг, если вязание по кругу. Вот эта петля, там где 3 вместе мы соединяли листочек, она будет провязываться изнаночной при вязании по кругу, соответственно лицевой при поворотном вязании, чтобы у нас к следующему лицевому ряду соединились все изнаночные петли и между ними не было лицевых. Вот так фрагмент моей кокетки выглядит на данном этапе. Вот у меня ажурные дорожки, листик в обрамлении изнаночных петель, и по краям идут дырочки, сформированные накидами. И нам осталось только завершить и закрыть вот этот листочек изнаночными петлями, чтобы это было красиво и гармонично. Как я это делаю? У меня это 23 ряд, у каждого из вас это разный ряд, но он будет нечетный. Итак, кромочная петля симметрии, далее вяжу лицевые петли до изнаночных. Их уже много на спицах, потому что мы уже завершаем, довязываем нашу кокетку. Вот, довязала я до изнаночных петель. Также поднимаю протяжку и провязывать ее буду также лицевой скрещенной, как и ранее. Перед листочком за работой скрещиваю эту лицевую петлю. Далее делаю накид. И вот эти 2 изнаночные провязываю одной изнаночной петлей. У меня это красивее выглядит, когда я провязываю изнаночные с наклоном влево. Каждый из нас вяжет по-разному, и у вас это может быть другой наклон. Смотрите, как это аккуратнее получается. Далее 3 изнаночные петли, 2, 3. Последние 2 изнаночные петли я также провязываю вместе. Я соблюдаю тот же самый наклон, потому что у меня это получается аккуратнее. Вы, повторюсь, смотрите по своему вязанию. Далее делаю накид
и вывязываю лицевую скрещенную из протяжки, которую размещаю на спице после листика второй дужкой на меня. Немного растягиваю петлю и провязываю лицевой скрещенной. Все, я закончила вязать раппорт узора. До конца ряда я провязываю лицевые петли. Вы же провязываете их до следующих изнаночных петель, до следующего раппорта узора. И ряд заканчиваю кромочной петлей. 25 ряд я начинаю точно так же. Кромочная петля симметрии, провязываю лицевые до изнаночных петель. Так, все, провязала. Из протяжки также провязываю лицевую скрещенную. Делаю накид. 2 вместе изнаночные провязываю. Далее у меня остается 1 изнаночная и вновь 2 вместе изнаночные. Делаю накид. Из протяжки провязываю лицевую скрещенную петлю. Немного ее растягиваю. И вот таким образом я ее провязываю. Все, я провязала раппорт узора. Далее нужно вязать до следующих изнаночных петель. В моем случае это до конца ряда. И ряд заканчивать буду кромочной петлей. Мы подходим к логическому завершению вязания кокетки. У нас осталось для того, чтобы перейти в лицевую гладь, здесь 3 изнаночные петли. И теперь в следующем, у меня он 26-й, четный ряд или же четный круг провязывается следующим образом. До изнаночных, в моем случае до лицевых петель, я вяжу изнаночные. Провязываю новую петлю изнаночной, накид. Далее у меня идет 3 лицевые петли по изнаночной стороне. Кто вяжет по кругу, у вас 3 изнаночные. И их нужно провязать 3 вместе, в моем случае лицевой, если же по кругу 3 вместе одной изнаночной петлей. Я делаю это с центральной петлей, потому что по изнаночной стороне мне так удобнее и опять-таки аккуратнее это все выглядит. Провязываю их одной лицевой. И вяжу изнаночные петли до конца ряда или же до следующих 3 лицевых петель, которые буду убавлять точно таким же образом. Вот как выглядит фрагмент кокетки на данном этапе. После того, как по изнаночной стороне мы сократили все изнаночные петли, дальше вяжем просто лицевой гладью. После сокращения 2 ряда еще установочных провязывается просто лицевой гладью, чтобы закрыть и аккуратно оформить край листочка, после чего распределяются петли на полочку, спинку и рукава. И вяжется обычно лицевой гладью, как вы вяжете от горловины. Надеюсь, идея вязания такой кокетки вам понравилась, и вы обязательно что-нибудь с ней свяжете. Всем хорошего дня и до встречи на канале!